Добрый день, меня зовут Рита Милютя, я журналистка, и мне посчастливилось быть модератором этой панели. Участники ее, как вы видите, Витаутас Ландсбергис, первый руководитель Литовской Республики после восстановления независимости в 90-м году, и Гарри Каспаров, сооснователь форума «Свободной России», член антивоенного комитета. Тема этой панели «Что будет после войны с Россией?» И, по-моему, важно тут вначале выяснить и договориться, является ли условием развала России таковой, какая она сейчас, победа Украины. И если да, что именно демократический мир считал бы победой Украины? Сходятся ли западные страны на каких-то определенных критериях? Потом мы хотели бы порассуждать на тему, как крах России после победы Украины встретит и оценит общество в самой России. Не только те, кто сейчас входит в число правящего аппарата, но и давайте назовем это молчаливой Россией, которая видит и осознает, что ее армия делает в Украине, где она насилует детей. Но либо она настолько безразлично к этому относится, либо она настолько угнетена, что не выходит протестовать против своего вызывающего ужас политического руководства. Ну, может, давайте тогда и начнем. Профессор Ландсбергис, как вы видите существование России после ее краха, после войны против Украины? Никто не может сказать лучше, чем скажет сама Россия. Но существует ли Россия? И имеет ли она голос? Та, которая в уме, при совести, при доброй воле. Что-то мало видно такой России. Россия стала изгоем. Но почему изгоем? Потому что она грабит, убивает, насилует. Вырождается или еще не выродилась полностью. И поэтому вопрос такой, как мир будет жить с такой красавицей, которая никак не спит, а бесится. Была такая поговорка, которую мой отец вспоминал: от жиру бесится. Да. Но она не от жира, она же убогая. Бесится из-за этого убожества, конечно, и полна мести. А когда Россия начнет что-то создавать, что-то доброе и для других, она пока только мстит и озлобляется все больше и больше. Это бесперспективно. Только вопрос в том, сойдет на нет ли сама Россия, или она потянет за собой окружающий мир. Я помню, когда-то очень четко сказал Сергей Ковалев, это был уже приход Путина, 99-й год. И вот судьба Чечни, которая боролась за самостоятельность и побеждала даже Россию в войнах. Но вот пришли люди, которые решили отомстить. И они провозгласили свою цель. И Ковалев сказал, если они столкнут Чечню в бездну, то Чечня потянет всю Россию за собой в эту бездну. Что-то похожее. Катится в бездну. И прежде всего в плане, так сказать, духовном, моральном,
чего они не ценят, они даже не понимают, почему все так паршиво. Потому что их мышление паршиво. И у них в душе нет человечности. Вот в этом беда и России, и окружающего мира. Потому что она может потянуть за собой. Сойдут с ума и начнут бросать ядерные бомбы. Ну, не станет там Москвы, не станет еще каких-то городов в самой России. И все равно будут виноваты там украинцы, американцы, а не собственное идиотство. Но кому от этого лучше? Что там идиоты, а мы будто бы понимаем. Вообще-то надо говорить вот на таких совещаниях, на таких встречах, особенно с людьми, с мыслящими. Это последние мыслящие люди из России. С ним надо говорить, как они видят вот Россию. И будет ли она продолжать свое бытие, свою судьбу, спасать? Что еще можно? Потому что если нет, так, то что Россия потеряет все влияние и потеряет способность удерживать огромные пустые территории в Азии. И эти территории уже перебираются другими. И будет после какой-то там исторической Московской Руси, Киевской Руси, вот Гарри Каспаров вспоминает Новгородскую Русь как пример. Ну, придет Китайская Русь, будет Китайская Русь. И они, может быть, наведут порядок, приструнят идиотов и укажут, что работать и как работать. Господин Каспаров, хочу вас спросить, как вы представляете себе вот перспективы этой мыслящей России, если не будем иметь в виду, что большая часть небольшой мыслящей России сейчас находится здесь, в Вильнюсе. Но как вы представляете себе будущее России? Не знаю, цифровая Россия? Профессор как раз закончил такой апокалиптической картиной Китайской Руси. Это просто нас возвращает сразу в день опричника. Просто да, это такое ощущение, что вообще некоторые произведения, вот такие дистопии, такой антиутопии, они, в общем, как ни странно, зачастую оказываются привязанными к реальности. Потому что, понятно, такая угроза китаизации значительных пространств России сегодняшней, эта угроза существует. Да, этот разговор сегодня очень важен, потому что мы все понимаем, чувствуем даже, что у России будет исторический шанс. Скорее всего, последний исторический шанс как-то выбрать новую судьбу. В 1991 году мы этот шанс упустили. Ну, можно разные параллели проводить. Сегодня столько исторических параллелей было проведено, то я позволю себе еще одну провести параллель. 1991 год, а в России это был, наверное, 18-й год Германии. Вот как бы война была проиграна, но проиграна где-то была там далеко. Кто-то предал, тогда там какие-то там генералы предали там в 18 году, а в 91-м Горбачев что-то все отдал, продал, как бы, да. Но вроде бы мы как бы проиграли, но при этом вот осталось ощущение неудовлетворенности и того, что вот нас это обманули. И во многом как бы вот Веймарская республика имени Ельцина, она как бы готовила почву для прихода Путина. И Путин вот эти все чаяния, вот эти подсознательные, такие темные стороны, он как бы по существу он формулирует в одной фразе: распад Советского Союза – крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. И потом сразу переход к сферам влияния. Но это язык уже Молотова-Риббентропа. То есть на самом деле Путин, надо отдать ему должное, он всегда довольно четко говорил о том, что он собирается делать. Вообще это очень интересный парадокс такой, что диктаторы всегда врут о том, что они сделали. Но всегда, по крайней мере, очень часто сообщают о том, что они собираются сделать. Трагизм ситуации России заключается в том, что если, скажем, книгу Гитлера «Майн кампф»
А сейчас Путина с Гитлером только лениво не сравнивает. Издали в 25 году, и тогда никто не мог представить, что эти безумные фантазии руководителя довольно маленькой партии станут германской национальной идеей через 8 лет. То Путин-то все это озвучивал уже будучи президентом России, между прочим. На самом деле он не только это озвучивал, он еще и выполнял эту программу. Поэтому, когда мы сегодня говорим там о зверствах российской армии в Украине, ну, знаете, а что, это вот стало такой вот неожиданностью для всех? Вот я когда выступаю, часто говорю, а вот картинку Грозный 2000 год, Алеппо 16 год и Мариуполь 22 вы сразу отличите, какой город находится. То есть, в принципе, надо понимать, что Россия тот шанс исторически потеряла. И надо понимать, почему, мне кажется. Потому что при всем, всей отвратительности преступлений коммунизма, и при том, что Юрий Фельштинский рассказывал о том, как власть взяла госбезопасность, и поэтому вся история вообще-то криминальная в какой-то мере история. Но все равно внутри нее вот эта матрица, это даже не коммунизм, не КГБ, это империя. Это имперскость. И пока эта матрица не будет изъята из Российского кода государственности, никакого шанса на новую судьбу нету. А последствия изъятия этой матрицы неизвестны, потому что, знаете, изъяли, оказывается, она может ключевая, может вообще ничего не останется. Тоже может быть. Ответ: мы не знаем, какой станет Россия. Но понятно, что продолжение вот этого самоубийства имперского курса, вот мы видим сейчас результат в Украине. Совершенно очевидно, что если продолжить аналогию с Веймарской республикой, с поражением Германии, Веймарской республикой, 91 год, как 18 год, то сейчас мы идем к 45 году. Другое дело, что этот 45-й год будет выглядеть по-другому. Не будет развалин Москвы и Санкт-Петербурга. Тут я очень надеюсь, что мы все-таки этого ядерного апокалипсиса избежим. Хотя такая сейчас очень мрачная шутка бродит там в русском интернете, что у Путина есть кардинальное решение проблемы глобального потепления. Ядерная зима. То есть, нам надо будет искать какой-то новый алгоритм существования в этом мире. Потому что поражение военное, оно всегда бывает для империи болезненным. Можно даже вспомнить, что по большому счету уход советских войск из Афганистана, он тоже стал поражением. При том, что выходили войска организованно, многие помнят картинки, генерал Громов стоит на мосту, войска выходят, в Кабуле сидит режим Наджибуллы еще, то есть все контролируется. Но психологический момент: империя, которая отступает, она уже не империя, она слабеет. Это было 15 февраля 1989 года. В конце года рухнула Советская империя в Восточной Европе, потом страны Балтии, а потом, меньше чем через 3 года, исчезает Советский Союз. Отступающая империя – это всегда демонстрация слабости, и, соответственно, это призыв к восстанию, к неповиновению. Здесь ситуация будет другой. Здесь будет, как американцы из Афганистана или Вьетнама. Здесь при этом еще мы понимаем количество беженцев. На секунду представьте, что случится, когда начнутся обстрелы Крыма. Они, безусловно, начнутся. Там Крымский мост может не выдержать от количества беженцев, которые побегут просто люди. Потому что психологически никто же к этому не готов. Война – это в телевизоре, где-то там. Но, с другой стороны, это шоковая терапия, единственный шанс дать понять людям, что вообще-то воевать нельзя. Вообще надо по-другому жить как-то. Воспользуемся мы этим шансом или нет, я не знаю. Это, повторяю, последний исторический шанс. Но есть надежда, что западный мир сегодня понимает, что нужно оказать все необходимое содействие России. А это содействие заключается в том, чтобы помочь нам, мыслящей России, которая здесь собирается, в том числе и здесь, все-таки избавиться от исторического балласта. То есть все-таки реализовать программу «Максимум». Это не только выплата репараций Украине, но это и привлечение к суду военных преступников. Запад располагает мощнейшим экономическим рычагом, это санкции. В первой панели здесь было подробное обсуждение о том, что санкции не являются смертельными для российской экономики. На самом деле, мне кажется, здесь нет учета именно психологического фактора. Это не просто санкции, это динамика. Военное поражение, санкции, ухудшение уровня жизни, крушение мифа, потому что любая диктатура – это миф. Путинская диктатура – это была Чечня, а потом Крым. Исчезновение этих мифов на самом деле приводит к обрушению всего каркаса
вот этой имперской государственности, а дальше открывается как бы непочатый край для какой-то работы. Мне кажется, этот шанс нельзя упускать, потому что Россия все-таки имеет шанс, на мой взгляд, возродиться в новом качестве, если отринет вот это имперское проклятие. Господин Ландсбергис, видите ли вы какую-то демократическую силу или вообще кого-то, я имею в виду либо конкретных людей, либо организацию, которая могла бы взять в свои руки руководство остатками демократии в России и ввести этот вот мыслящий народ, часть мыслящего народа в демократию, чтобы Россия наконец-то использовалась этим шансом, который остался не использован в 90-х годах после распада Советского Союза, чтобы построить демократическую Россию наконец-то. Я скажу более в общем смысле, как вижу, Россия и ее руководство страдает от фальшивой, фейковой матрицы. Как они понимают? Ну, это традиционно, это идет от Средневековья, может быть, но это должно быть уже в прошлом. А для российской этой руководящей элиты или прослойки все прошлое – это сегодня. А в этом прошлом ценности, бытия, государства, гордости – это территории. Вот мы завоевали еще, мы еще одну колонию приобрели, вот мы растем, вот какие мы успешные. А что у вас там внутри, куда вы двигаетесь, не только по науке и технологиям, куда вы двигаетесь по морали, по пониманию смысла жизни, ради чего живет ваш народ, чем он радуется, чего он, может быть, ждет другого, чем ему дано. Это вас не интересует. Вы горды, что вы завоевали еще кусок. А если какой-то кусок, даже хотя бы большой, отошел, то есть отошел или освободился от вашей милости, то это величайшая трагедия человечества. Но это сумасбродство. Но почему-то все слушают это сумасбродство и стараются понимать начальника. Путин-ферштейеры всякие. Вот как он страдает из-за этого. Так не он страдает, все страдают из-за его глупости. Но никто не осмеливается сказать: господин Путин, вы ошибаетесь. Даже госпожа Меркель не посмела сказать: Путин, забери свою собаку. Она воняет, я боюсь. Она не посмела, а он был доволен, что она вот уже под властью. Так, а что, какая тут радость, что какую-то женщину ты унизил, даже если она считается одной из самых важных в Европе. А вот я ее унизил. Да чего ты стоишь, товарищ человек? Какой же ты мужчина? К сожалению, вот на таком уровне все и двигается, все идет. И, по-моему, скользет к пропасти. Не только Россия, но и Европа. Я не знаю, что будет с этой цивилизацией. Пока Россия, мы это видим, идет, каждый день идет по направлению к полной изоляции. Ну, от всего мира, можно сказать, от Европы прежде всего, от бывшего окружения, тех стран, которые хотят быть и являются нормальными государствами людей. А там государство людоедов.
так устроено, что они сидят в каких-то общих организациях, люди и людоеды, и обсуждают общие проблемы. Это бесперспективно абсолютно. Как людоедов изменить в умах и в понятиях человеческих ценностей, вот в чем задача. Может быть, только катастрофа военная или какая-нибудь, или полный ковид, или метеорит, который упадет из небес и унесет половину этой муры. Ну, это как-то не впечатляет. Я думала, что мы будем обсуждать, как будет выглядеть мир после войны по направлению к лучшему. Неужели так все безнадежно? Я не могу удержаться, вот услышав рассуждения профессора Людоедах, вспоминается классическая цитата из Станислава Ежелеца: «Является ли прогрессом, если людоед начинает пользоваться ножом и вилкой?» Вот. Это, кстати, это во многом отражает отношение Запада к Путину. Да, вот как-то вот он говорил какие-то правильные вещи иногда, то есть вот, и вообще можно с ним торговать было, вот, и игнорируя на самом деле сущность, людоедскую сущность режима, который с самого начала, я специально упомянул Чечню и ковру бомбардировки Грозного в 2000 году. Говоря про будущее, мне все-таки кажется, что у нас есть основания для оптимизма, потому что украинская победа в этой войне – это не только изменение вот в нашем как бы, вот, геополитическом пространстве, вот, в Восточной Европе и России. Это на самом деле, мне кажется, неизбежные изменения вообще в восприятии западным миром как бы, вот, сегодня истории прогресса. Ну, мы же все понимаем, Евросоюз после Брексита вообще, ну и ковида вообще находился в состоянии прострации. Для чего, что происходит, все. Украинская война вдруг придала импульс. Стало ясно, что для чего-то вообще они существуют. А такого небывалого единения Запада, я понимаю, есть Венгрия, есть, хотя Венгрия, конечно, не совсем как бы считается, ну, вот Восточная Европа, назовем Западом. Франция, безусловно, есть, там где-то там еще Испания с Португалией, но все равно мы видим невероятное единение. И это, мне кажется, связано с тем, что украинская война высветила вообще, что есть в жизни ценности, за которые надо сражаться и даже умирать. Вот Украина, на самом деле, является по факту лидером свободного мира. Это не просто передовая вот этого фронта свободы против тирании, а против диктатур. Это демонстрация того, что вообще свободный мир, он должен демонстрировать готовность отстаивать свои ценности. И это, наверное, вот шанс на изменение тренда, потому что последние 15-16 лет мы видели обратный тренд. Если, скажем, после 91 года мы видели как бы наступление демократии, которого все ждали. Ну, вот вспомним, самая знаменитая книга 92 года – это «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы. Все, история закончилась, либерализм победил, как бы дальше все будет там автоматически. И вроде бы так оно и шло все. А последние, по-моему, там 15 или 16 лет просто по рейтингу Freedom House мы видим, просто все идет в обратную сторону. То есть возник вопрос, и, кстати, и не только в Европе, но и в Америке, а является ли вообще модель свободного мира идеальной? А может быть, как в Китае надо? А у Путина, какой рейтинг вообще у Путина в разных странах? Тоже не надо забывать, в общем, что и путинская Россия, и Си Цзиньпиневский Китай, они имели большое количество поклонников на Западе. На президентских выборах во Франции в первом туре месяц назад Путин набрал 55%. Кандидаты, поддерживающие Путина в открытую, набрали 55%. Так, на всякий случай. Вот. Ну и, кстати, я почти уверен, что если Путин сумел бы взять Киев и посадить там свою марионетку, какого-нибудь Януковича, я не исключаю, что Ле Пен стал президентом Франции. То есть, как бы вот, именно поэтому, я говорю, украинская война и способность Украины выстоять и в итоге победить оказывают колоссальное влияние вообще на ход мировой истории. А зайди Путин в Киев, проведи парад на Крещатике, Китай начал бы готовиться к аннексии Тайваня. А сейчас, я думаю, Тайвань в безопасности, потому что китайцы посмотрели, что вообще-то все не так просто, санкции есть, и вообще лучше пока подождать. Вот, там, может быть, обвалится кусок Сибири, там гораздо без всякой войны с Америкой. То есть мы видим, что
вот Запад начинает вот как-то выходить из летаргии, которая началась после окончания Холодной войны. Вроде война кончилась холодная, и делать больше ничего не надо. Но в целом мы все равно понимаем, что как бы потенциал западного мира, свободного мира – это потенциал человечества. Потому что можно что угодно говорить про там китайское экономическое чудо, но есть простой факт. Из Китая пришел вирус, из Америки вакцина. Вот и все. Дальше больше ничего знать не надо об этом. И вот это картинка будущего. Там Илон Маск запускает уже космические аппараты и там готовится лететь на Марс. То есть мы понимаем, как говорится, что вот этот потенциал никуда не делся. Но именно украинская война высветила вот его все преимущества. Потому что Путин же все правильно посчитал. По большому счету он исходил из того, что за последние 20 с лишним лет он накопил опыт общения с западными политиками. Он пришел к выводу, что они все продажные. Ну а кто не продажный, тому надо заплатить больше. Вот. Что всегда существуют способы использовать как политиков, так и бизнесменов, так и там, знаменитостей. То есть возможности коррумпирования западного мира оказались безграничными. И они провели колоссальную работу. Ну что мы скрывать, посмотрите, там, как сама идея там, покупки футбольных клубов, например, как влиять на общественное мнение. Это была блестяще проведенная операция по фактически там, парализации западного мира. То есть, как говорится, воля к сопротивлению была. И он проверял, Грузия, все в порядке прошло. Крым прошло. Сирия прошло. Ну, про политические убийства в России я уже просто не говорю, это просто бесконечно. Литвиненко в Англии прошло. 5 английских правительств всячески пытались заиграть тему того, что в Англии было совершено убийство с применением фактически ядерного оружия, то есть ядерный терроризм. Скрипали прошло. MH17, Боинг голландский, малазийский Боинг. Голландский суд до сих пор не знает, что с этим делать. И Путин приходит к выводу, что, в принципе, все возможно. И переходит как бы демаркационную линию 24 февраля в полной уверенности, что никто ничего делать не будет. К сожалению, я повторяю, он был прав. Потому что не только Путин считал, что он за 4 дня возьмет Киев. Также считал ЦРУ и также считал Пентагон. Также считали все на Западе. Все ждали того, что придется как-то договариваться с ним. Поэтому американцы предлагают Зеленскому уехать. И мировая история, я считаю, меняется в момент, когда Зеленский говорит свою историческую фразу, которая останется как фраза Черчилля в 1940 году. Я не знаю, даже не знаю, как по-русски правильно сказать будет. I don't need a right, I need an ammunition. Мне нужно подбросить на такси, мне нужны патроны. Вот. И все начинает меняться. Потому что вдруг выяснилось, что Путин просчитался в главном. Он как любой диктатор до него, что есть воля свободных людей. Вот просто свободные люди по-другому совершенно как бы относятся к таким вещам, как свобода, как право выбирать свою судьбу. То, что не понимал Гитлер, то, что, в принципе, не мог понять Сталин. И Путин допускает ту же самую ошибку. Интересно, что ту же ошибку допустили лидеры западного мира. Но они быстро исправились. Потому что они увидели, как реагирует их общество на это. И вот сейчас вот это невероятный подъем общества, вот один из примеров, на мой взгляд, это Евровидение было. Понятно, песни, все, но люди же просто голосовали за Украину. Понятно, что таких цифр не может быть. Для самой лучшей песни не может быть 93% просто поддержки 39 стран. Просто они все голосуют. И это сигнал для любого политика. Оно же все видно сейчас. Видно, как на выборах реагируют люди. То есть совершенно очевидно, что в мире что-то изменилось. И окончательная победа Украины, мне кажется, она создаст новую реальность. Что будет в этой реальности России, я не знаю. Но совершенно очевидно, что Украина будет, может быть, самой модернизированной страной Европы. Потому что, знаете, последствия разрушения в том, что надо все это будет построить, а построить все новое. И посмотрите сейчас, могли кто-нибудь представить ситуацию, когда лидеры свободного мира едут в Киев как пилигримы. Знаете, как в Рим ехали за отпущением грехов. Они едут в Киев сейчас просто. Это обязательная программа просто, приехать в Киев. Борис Джонсон на острию ходил, там на грани вообще там отставки. Понял, поехал в Киев первый. Все, вопрос закрылся. И за ним потянулась череда, практически все туда уже приехали. То есть это показывает, что Запад начал реагировать. Вот эта литургия кончилась. А это дает нам всем надежду на то, что мир будет меняться на основе тех ценностей, которые мы разделяем. Хорошо, если свободные люди, украинцы, приоткрыли глаза Запада,
Можно ли надеяться, что когда-нибудь это же самое желание свободы и воля Украины приоткроет глаза людей в России, пане Ландсберге? Гарри Каспаров в самом начале сказал очень простые слова про самую важную вещь, которая сейчас на повестке. Жить по-иному. Как вы, Гарри, представляете себе ваш визит к Владимиру Владимировичу с таким предложением? А может быть, давайте жить по-иному? Ну, перестань убивать, перестань бомбить. Может быть, что-то можно создать. Может, это будет Вместо как навестить в тюрьме, вы имеете в виду? Этот товарищ скажет, да, тогда они меня не будут уважать. Он это говорит. Ну, что значит уважать? Эти дети, которых ты убил, ты еще хочешь, чтобы они тебя уважали? Или тебе важно, что они думают? Тебе важно, что думают те, у которых есть военная сила, чтобы они тебя боялись. И все твое миропонимание стоит на страхе, на боязни. Если меня боятся, значит все в порядке. А если меня не боятся, то что-то со мной не в порядке. Я недостаточно еще разбомбил и побил кого-то по зубам. Ну, это мышление, вы знаете, из пригородов. Что такое шпаны из пригорода. Но тут мы имеем эту проблему на мировом уровне. И как с этим быть, и что с этим будет, что будет с такой Россией. Ну, наверное, это не продлится вечно, но вопрос не в том, что вот один человек, он там еще действует, приказывает. Может быть, он еще проживет, может быть, нет, никто не знает, как там, что с ним, у него со здоровьем. Но он же создал систему и изменил людей, сильно изменил людей в России. То и это явление, которое можно назвать исторической такой эпохой российской путинщины. Вот путинщину ввели. И все живут в этом духе. И страха, и преклонения, и потакания, и прелюбодействия. Как угодить царю-батюшке милостивому. Или вместе с ним пойти побить кому-то морду. Вы знаете пословицу, это на Западе, наверное, еще не усвоили такую пословицу российской скуки и сплина, и скучно, и грустно, и морду некому побить. Ну, сейчас вроде было бы кому, если были бы желающие. По-моему, есть желающие, ну, некоторые, которые бы хотели одному Владимиру Владимировичу Вот морду немножко кому-то вставить в зубы. побить, это так приятно. И такой смысл жизни, радость жизни в этом чувствуется. Ну, как изменить этого человека такого? А Путин это усилил настолько, что он, если он сейчас идет и избивает там украинцев, хорошо, еще больше насилуйте, ребята, убивайте, сжигайте. Это хорошо, это достойно. Что мы видим? Мы видим, что поменялись понятия. То, что должно быть считаться и считалось злом, зло сейчас хорошо. Кстати, товарищ Ленин когда-то сказал, что хорошо и что плохо для советской молодежи. Хорошо то, что служит
победе коммунизма. А вот этой победе может служить и голодомор, и массовое истребление людей, и мучения, и угон людей из родных мест, в нищету. Но если это служит коммунизму, это хорошо. Но это тоже сумасшествие, сумасбродство. И вот этого почему-то и Европа, и Запад, так называемая цивилизация, не понимает. И они не согласны посмотреть в суть вещей. Почему в этой стране эти режимы такие бесчеловечные? Не лучше ли быть человечным? Нет. Это слабина быть человечным. Быть монстром – это честь. Ну, мы как минимум имеем 105 лет негативного генетического отбора. Если брать с 1917 года, все-таки последовательная политика большевизма была направлена на истребление всего думающего, всего потенциально протестующего элемента в обществе. И, соответственно, из поколения в поколение просто это все выкашивалось. Поэтому неудивительно, что мы на выходе имеем то, что имеем сегодня. И понятно, что, конечно, мы видим зверство солдат. На самом деле, мне даже неизвестно, кто хуже, этот солдат, который делает чудовищные вещи, или генерал, который нажимает кнопку, ракета, которая убивает 100 человек сразу. Ведь на самом деле это же вся армия такая. То есть это армия сталинская. Она же не поменялась. Она творила зверство в так называемой освобожденной Европе. Вот. А сегодня это наследники. Но при этом у этих наследников есть послужной список: Будапешт 56 год, Прага 68 год, там и далее везде. Афганистан, Чечня, то есть там, Сирия. Россия все время вела какие-то, Советский Союз, Россия вела какие-то войны, в которых совершались преступления. То есть буквально за всю историю существования этого государственного образования, если брать опять с Ленинского переворота октября 17 года, это история сплошных преступлений. В этом плане, как говорится, книга Юрия Фельштинского, она очень подробно демонстрирует вообще именно преступную сущность режима. Поэтому сегодня надеяться, что там можно одним мановением просто все поменять, нельзя. Но я говорил о том, что военные поражения, разгромы, они, в общем, служат шоковой терапией. Да, в обществе есть большой процент людей, которые считают, что все возможно уже. Но все равно есть, мне кажется, огромное количество тех, кто находится вот в состоянии таком, как бы подвешенном сейчас. Я думаю, что их больше половины в России. И когда станет очевидно, что война проиграна, а впереди экономическая катастрофа неслыханных размеров, посмотрим, как они себя поведут. На самом деле надо дать людям как бы направление движения. Они должны понять, что вот сюда идти нельзя, и туда идти нельзя. Вот как бы, а двигаться надо только в одну сторону. И тогда, наверное, появится в сознании появится альтернатива. Я еще раз повторяю там очередной раз, что это исторический шанс, никакой гарантии на это нету. Но должно прийти понимание, что любое продолжение путинского курса с Путиным или без него невозможно. И здесь, конечно, от Запада будет требоваться четкая фиксация того, что санкционный режим, который делает Россию абсолютно не жизнеспособной в сегодняшней мировой экономике, не будет снят, пока не будут выполнены соответствующие условия, делающие Россию как бы страной, которая перестанет угрожать своим соседям и остальному миру. То есть, если я правильно понимаю, вы говорите о том, что не стоит надеяться, что вот большинство россиян просто сами захотят, как говорит профессор Ландсбергис, жить лучше. И единственное, на что стоит надеяться, что их заставят перехотеть жить так, как они сейчас живут. Ну, смотрите, то, что война Германии была проиграна безнадежно, было понятно любому здравомыслящему человеку уже, наверное, в 1943 году.
Ну а в 1944-м было очевидно совершенно. И тем не менее, немцы сопротивлялись до последнего. Даже в момент попытки переворота подавляющее большинство немецкой армии поддержало Гитлера. При том, что не надо было быть гением военного дела, чтобы понимать, что шансы устоять в этой войне, когда с одной стороны шел Советский Союз, имеющий американскую технику, а с другой стороны англо-американские войска, что эта война была безнадежна. И там пропаганда работала, к 1944 году 11 лет. А здесь 22 года, если мы берем только вот конкретно путинский режим. То есть шел процесс вообще вымывания вообще всего человеческого. То есть, более того, не будем забывать, что многие солдаты, которые сейчас убивают в Украине, они родились при Путине. Просто вообще их жизнь вся связана с Путиным просто. Вот они, подавляющее большинство, пошло в школу при Путине. Формирование сегодня вот всей практически армии, которая воюет в Украине, такой младший офицерский состав, рядовые, это те, кто другой жизни, кроме Путина, не знают. Вот. Поэтому решить эту проблему можно только, выбив дурь из головы. То есть, к сожалению, вот эти груз-200, который идет с Украины, это напоминание тому, насколько гибельный этот курс. Никто не знает, какая критическая масса потерь. Но очевидно, что это любые потери такого уровня, когда выкашивается, в общем, молодое население страны, они все-таки есть болевой порог. Да, это могут терпеть бесконечно. Бесконечно нет такого слова, на самом деле. Именно потому, что в России нет нормальных опросов общественного мнения, никто не понимает, когда это взорвется. Это вот здесь, в нормальной стране, в Литве, в Польше, вы проводите опрос общественного мнения, вы знаете точно, в принципе. А вот сегодня люди думают так, а завтра так. Есть какие-то, может быть, такие шероховатости, но вы понимаете тренд. Мы сегодня в России, говорим какой процент людей поддерживает войну. Никто не знает точно. Но я могу сказать, что 30% поддерживает войну, 10% против, а 60% сидит и ждет. Может быть, а может не прав, я не знаю. Мы не понимаем этого, но все ощущают, что цифры не точные. И если мы не знаем, подозреваю, власть тоже до конца не понимает, что происходит. А это означает, что в какой-то момент возникнет комбинация факторов, связанных с военным поражением, с разочарованием, с картинки уже скрывать не удастся. В принципе, я говорю, крымский консенсус стал важнейшей частью путинского мифа. Разрушение консенсуса и потеря Крыма – это шок, последствия которого трудно описать. Но если мы вспомним эйфорию 2014 года, а теперь сделайте то же самое с обратным знаком и посмотрите, как это отразится. Скорее всего, очень сильно отразится. И на фоне просто пустых полок в магазине и, в принципе, недостаточно уже финансового ресурса, чтобы поддерживать все, как раньше было. Мне кажется, это создает ситуацию, в которой, скажем так, будут все основания прислушаться к тому, что вообще-то жить надо по-другому. Вот такая катастрофа необходима для того, чтобы иметь возможность начать жизнь по-новому. Пане Ландсберги, а потеря Крыма для России может быть этим катализатором, который бы изменил в сознании общества? К лучшему, в смысле, чтобы они захотели как-то перейти жить по-иному. Ты, Патродок, так и выглядит иначе иногда, что Россия проиграет эту войну, и там ее друзья какие-то на Западе будут бегать и озабочены, как бы не унизить эту Россию, что бы она ни наделала, чтобы не стала униженной. Там смешные такие вещи есть. Но надеяться на то, что провал в войне принесет здравый смысл, слишком оптимистично. Они же будут обвинять все равно всех кругом. И Америку, и украинцев. Слишком мало еще убили этих украинцев. Было бы в порядке, если бы еще там несколько миллионов изгнали и убили. Это уже испорченное сознание, совсем обесчеловеченное. Я иногда думаю, как это печально делить сейчас
на людей и людоедов, и тем более страны, на людоедские страны. А есть у вас, Гарри, там тоже хорошая формула где-то. Выстроить другую государственность, а не поправить. Только вот как тут живет Россия, надо что-то поправить, каких-то плохих начальников поменять, наказать криминалов. Нет, другую государственность выстроить. Ну, для этого нужно созреть и народу, и ее мыслителям, или хотя бы народ доверил эти программы для своих мыслителей, увидел, что дорога вела к пропасти, к ничему. И нужна другая дорога. И эти дороги есть известны. Это человечность, если вы хотите даже христианские начала. Что христианские, скажут? Что там? Это же опиум для народа. Да? Надо ненавидеть друг друга. Надо истязать, надо изничтожать тех, которые принадлежат к другой группе, к другой нации, у них другая вера, вот их надо истреблять. Это сумасшествие. Это сумасшествие продолжается и сейчас на таком ядерном уровне. А вот если мы разобьем их там всех с нашими ядерными бомбами, после этого будет хорошо. Ну, тут предел идиотства, конечно. Ну, что с этим делать? Я вспоминаю иногда вот академика Сахарова, у которого он работал над большой программой, как обустроить Россию, как иначе обустроить Россию. И мне сейчас не хватает среди российских демократов вот таких программ, какую Россию они хотели бы построить, и которые они строили бы, будучи у власти, получив народное доверие, если будет какая-то система, где народное доверие имеет значение. Ну, допустим, вот вы говорили про общественное мнение. Может быть, будет снова Россия, в которой общественное мнение будет иметь какое-то значение. Но это нужно, иначе нет ни общества, ни государства, есть только кланы, группы убийц, которые убивают что-то рядом с собой. Что делает антивоенный комитет, Гарри? Вот я вижу, какие-то есть такие названия, как будто что-то появляется уже. Появляется ли действительно? Появляется ли вот там объединение демократических сил, движение демократическое или российское движение за демократию, или движение, на что можно будет опереться? И где эта программа, которую можно противопоставить программе людоедов? Сейчас живем по программе людоедов. Кому удается, то мы еще убегаем. Литва чуть-чуть убежала из этой системы людоедов и другим. А людоеды очень хотели бы забрать обратно и проглотить всех этих, которые такие плохие, что не любят людоедов. Вот их надо наказать. Украину наказывают. Почему она не любит людоедов? Какая плохая? А как с вашими программами российские демократы?
Давайте, как вот С антивоенный комитет может помочь С оппозиции? людоедами, на самом деле, мне кажется, есть только один разговор, с ними нельзя сосуществовать. Их программа простая, нас съесть. Наша программа — их ликвидировать. Вот все. На этом пока первый этап программы закончился. Совершенно очевидно, что сосуществование с людоедами и обсуждение каких-то политических программ созидательных с ним бессмысленно. Для того, чтобы в Германии можно было устроить нормальное общество, пришлось искоренить фашизм. Вот, повесить военных преступников главных, там десятки тысяч приговоров вынести. То есть был процесс денацификации произведен. Вот. В России надо перед тем, как обсуждать что-то будущее, надо провести процессы денацификации, декоммунизации, декагабизации, депутинизации. То есть вот это, на самом деле это такой процесс вообще ликвидации или изъятия из государственного аппарата вот всех этих частей, которые делают абсолютно невозможным построение нормального государства. Поэтому первый этап любой программы – это, то есть вот сначала перед тем, как поле засеять, надо его расчистить от сорняков. Вот пока вы это все не уберете, вы не можете ничего сделать. Нельзя проводить выборы в России на следующий день. По какому законодательству? Кто будет там? Те же люди считать, которые фальсифицировали их, те же люди, которые писали там старые законы. То есть вы должны провести зачистку поля всего этого. Вот. Это такой не очень, может быть, приятный, муторный процесс, но другого процесса не существует. Мы дошли до того момента, когда надо говорить о конкретных действиях, а не о какой-то демократической программе. Что такое демократическая программа? Сегодня, как мы уже обсуждали утром, должны объединяться люди, которые готовы признать там простые вещи. Преступная война в Украине, нелегитимный путинский режим и восстановление территориальной целостности Украины. Вот просто хотя бы первые тезисы эти. Не вообще вопрос, я за демократию, потому что у нас же было очень много людей, которые говорили, что я либерал, но Крым наш. Ну что, секрет, что ли, таких очень много было. Не исключено, что они еще остались, кстати. Только молчат сейчас, потому что неудобно говорить. Вот, поэтому мне кажется, что вот украинская война просто все, как говорится, все эти проблемы обнажает. Она на самом деле создает новую реальность. И в этой реальности надо попробовать найти место для России. А какой она будет, я не знаю. Я считаю, что важно провести транзит. Первый этап – это транзит, зачистка этого поля от сорняков. Это ликвидация всех компонентов нынешнего преступного режима. Вот, их там опять можно перечислять снова. Кстати, видимо, где-то по Фрейду они тоже все время говорят про денацификацию Украины. Это как-то в какой-то мере, когда смотришь в зеркало. То есть на самом деле денацификация нужна сегодня именно в России. А дальше, мне кажется, если вы говорите про какую-то программную установку, то очевидно, что Россия может выстроить другую государственность, если она отказывается от имперского принципа своего существования. Это означает, что должна быть переучреждена страна, переучреждение ее, на основе свободного выбора регионов России. Это в какой-то мере утопично звучит, но и я не могу сейчас сказать, что надо делать вот так, так и так, но совершенно очевидно, что дееспособная Россия, которая будет играть позитивную роль в мировой истории, это Россия, которая будет выстроена по принципу добровольности. Я думаю, подавляющее большинство территорий, регионов России там захочет остаться в этом образовании. Но это совершенно новый процесс. Но пока это не будет сделано, мне кажется, говорить о какой-то программе бессмысленно, потому что программа это, знаете, про программу, вы вспомнили хорошо Андрея Дмитриевича Сахарова, например. Но не будем забывать, что тогда все-таки был еще определенный уровень идеализма, что вот СССР не станет, и можно будет что-то на основе, на этой базе сделать. Не стало СССР. В Литве, Латвии, Эстонии повезло. Они там быстро ушли в Европу. Украине так не повезло уже. Многим остальным совсем сильно не повезло. Украина замешкалась. Тут тем не менее... То есть, слишком долго. Да, но выяснилось, оказывается, что просто те благие пожелания, мысли про обустройство России, кстати, про это Солженицын тоже думал, но у него были немножко другие представления, в отличие от Сахарова. Так-то не будем забывать, что если посмотреть на две эти концепции, они при общности названия сильно отличались по содержанию.
Все-таки Солженицын видел Россию именно империей, между прочим. Вот. Поэтому я говорю, нам нужно сейчас просто договориться на берегу о принципах формирования иной российской государственности, в которой не будет вот этой матрицы, имперской матрицы. Я повторяю, не знаю, реально это или нет, но просто другого шанса двинуться вперед сейчас у нас история нам не оставила. А с людоедами, повторяю, очень просто. Их программа у нас есть, наша программа их ликвидировать. Как бы заменить такую ценность, как приобретение территории, на приобретение друзей? Это может быть программой на будущее и для оппозиции, и для всей будущей Вы знаете, на самом деле, хорошее слово вы сказали, да. На самом деле эти вещи, они же, как говорится, взаимосвязаны. Потому что если вы приобретаете территорию, вы друзей теряете обычно. Господа, спасибо вам за ваше время. Мы уже крадем время у следующих панелистов. Благодарю вас очень и до свидания.